Привет! Сегодня у нас будет глубокий разбор основ аудио высокого разрешения. Попробуем разобраться, что это вообще такое, есть ли толк по сравнению с CD, ну и как это все слушать. Попробуем рассказать об этом максимально просто. И поддержите нас лайком и подпиской, чтобы мы раскрывали еще больше секретов качественного звука. Пишите комментарии, с чем вы согласны или нет. Пишите в комментариях ваши вопросы. Информация в этом ролике максимально сжата, ничего лишнего, поэтому обязательно смотрите до самого конца, чтобы не пропустить ничего важного. И если будет интересно, поделитесь ссылкой на видео с друзьями. Окей, давай начнем. Что же это такое High-Res Audio? Ну вот если совсем по-простому. Ну, если совсем просто, то это цифровой звук, который как бы стремится быть точнее, чем стандартный компакт-диск. Ну вот по сравнению с аудио-CD 16 бит 44,1 кГц. Технически, да, это значит, что используют большую битовую глубину и еще, конечно, более высокую частоту дискретизации. Больше 16 бит и, соответственно, больше 48 кГц. А что это дает, вот эти биты, герцы? Ну смотри, частота дискретизации — это как бы то, сколько раз в секунду мы измеряем звуковую волну. А битовая глубина — насколько точно такое измерение. Цель всего этого — по идее, приблизиться к оригинальному аналоговому звуку, как он был в студии. Звучит логично. Вроде как больше данных, значит и звук должен быть лучше. Но ведь часто слышишь, что это чистый маркетинг, мол, разницы никакой, только файлы огромные получаются. Где тут правда? Да, вот это как раз самый такой спорный момент. И скепсис тут понятен, конечно, но дело не только в том, чтобы звук был точнее, вот так в лоб. High-Res решает и чисто технические, скажем так, задачки. Технические — это какие? Ну, например, вот эта высокая частота дискретизации. Она позволяет инженерам использовать более простые цифровые и аналоговые фильтры в ЦАПах. Это такие штуки, которые преобразуют цифру обратно в аналоговый звук. И вот эти фильтры, они могут вносить свои искажения. А высокая частота позволяет эти искажения отодвинуть далеко-далеко по частоте за пределы того, что мы слышим. И там, далеко-далеко, фильтры убирают эти искажения гораздо лучше. То есть потенциал как бы есть, но результат не гарантирован. Я правильно понимаю? Именно. И это ключевой момент. Технически, да, High-Res может нести больше информации о звуке. Я имею в виду тот самый пресловутый ультразвук. Но вот слышим ли мы эту разницу? И что важнее? Это дополнительная информация или, скажем, качество самой очевидно слышимой низкочастотной части записи? Да, вот это дилемма. Абсолютно. Однозначного ответа тут нет. Но попробовать-то можно? Сейчас же многие, телефоны, даже плееры, они это поддерживают. Кроме того, интермодуляционные искажения в аппаратуре и программах могут сделать слышимым и ультразвук, что может дополнительно обогатить звучание. Есть даже так называемые улучшайзеры, способные воссоздавать ультразвук в аудиофайлах CD-качества. При повышении частоты дискретизации. Одним из таких инструментов является плагин AUI Audio Upscaler. Подробно он описан по ссылке в описании. Хорошо, допустим, кто-то решился попробовать. Что нужно? Просто скачать файл и все? Не совсем. Во-первых, нужно устройство, которое умеет это воспроизводить, то есть с поддержкой High-Res. Это может быть смартфон с правильным плеером и, возможно, внешним САПом, или специальный портативный плеер, Hi-Fi плеер так называемый, или компьютер с хорошей звуковой картой или внешним ЦАПом, или сетевой проигрыватель для домашней системы. Понятно. А еще что? Наушники обычные подойдут? Нужны качественные наушники или акустика. Потому что без них весь этот потенциал High-Res просто не раскроется. Бесполезно.
Учтите, что беспроводные Bluetooth-наушники могут передавать высокое разрешение, но то, что оно будет без потерь, вряд ли. А вот CD-разрешение уже можно слушать без потерь, например, через протокол LDAC. Поэтому для идеального звука лучше остановиться на проводных наушниках. И, конечно, сами файлы. Их можно купить онлайн, есть стриминговые сервисы с Hi-Res подписками. Часто, кстати, лейблы или магазины дают скачать бесплатные треки для пробы. Сэмплы такие. В описании к видео есть ссылка. Окей, вот теперь главный вопрос. А слышно ли разницу? Вот честно. Все эти биты, килогерцы — это реально заметно на слух? Или это все-таки для аудиофилов с золотыми ушами? Или вообще миф? Это самый спорный момент. И самый обсуждаемый. Важно вот что понимать. Сам по себе значок Hi-Res — это не гарантия суперзвука. Можно взять трек, ужасно записанный в Hi-Res, и он будет звучать хуже, чем отлично сделанный старый добрый компакт-диск. Вот как. То есть качество записи первично. Абсолютно. Качество исходника — это фундамент. А дальше уже, да, зависит от аппаратуры, от ушей слушателя, его слушательских навыков или наслушанности, даже от того, насколько хорошо знаком трек. Не всякое оборудование хорошо играет Hi-Res, хотя формально и имеет такую способность. Провести какой-то 100% объективный слепой тест, который бы всем доказал: да, Hi-Res всегда лучше, это практически, да и технически невозможно. Слишком много факторов. Можно сравнивать только конкретные реализации систем. Запись, аппаратура, слушатель. А если сравнить вот этот lossless Hi-Res не с CD, а с тем, что у многих сейчас в наушниках MP3 320 килобит или стриминг какой-нибудь с Dolby Atmos, насколько велика разница? Разница между хорошим MP3 320, ну или там AC 256 и lossless Hi-Res можно услышать. Она часто бывает очень небольшой. Многие люди в слепых тестах ее вообще не слышат. Особенно на портативной технике или если трек сам по себе такой. Опять же, все упирается в систему и запись. То есть гнаться за Hi-Res, если слушаешь с телефона в простых наушниках, особого смысла нет? Скорее всего, нет. Хороший лосси файл будет звучать вполне прилично. А Dolby Atmos — это вообще больше про пространственный звук. Про объем. Он может использовать Hi-Res как основу, но там свое сжатие и своя обработка. Это немного другое. За рамками нашего видео. Но в чем преимущество 24 бита вместо 16 на CD? Говорят, цифровой звук — это ступеньки, а чем больше битность, тем менее ступенчатый получается сигнал. Верно? Отнюдь. Ступенек в реальном аналоговом сигнале не существует при любом разрешении. Это так благодаря аналоговому фильтру. Большая битность, эти самые 24 бита, дает два ключевых преимущества. Во-первых, меньше шума квантования. Это такой специфический, незаметный, но вездесущий цифровой фоновый шум. А во-вторых, что еще важнее, значительно больший динамический диапазон. Многие считают, что это просто означает большую разницу между самыми тихими и самыми громкими звуками в записи, и что CD и так справляется с этим прекрасно. Но здесь кроется нюанс. Hi-Res Audio, в частности, решает проблему качества именно тихих звуков, а это критически важно для записи классической музыки, джаза, да и любой музыки с по-настоящему широким динамическим диапазоном, где важен каждый даже едва слышимый оттенок. Можешь как-то на пальцах объяснить? С картинкой была аналогия? Конечно, аналогия с картинкой тут очень к месту. Представьте, частота дискретизации — это как разрешение фотографии, то есть количество пикселей по ширине и высоте.
А битовая глубина — это количество оттенков цвета, которое может быть у каждого отдельного пикселя. Больше пикселей и больше оттенков потенциально делают картинку детальнее и реалистичнее. Но согласитесь, если фотограф изначально снял кадр не в фокусе или с плохим светом, то никакое гигантское разрешение не спасет такую фотографию. Точно так же и со звуком. Посредственная исходная запись останется посредственной, независимо от ее разрешения. Теперь вернемся к тихим звукам, качество которых и призван улучшить Hi-Res аудио. Если мы хотим услышать все детали музыки, включая самые еле слышимые, мы инстинктивно делаем громче. На обычной картинке темные детали, подобно тихим звукам, легко могут утонуть в фоновом шуме или иметь очень мало различимых градаций яркости. И если мы попробуем просто сделать их ярче, то они начнут выглядеть грязными или пиксельными. Точно так же и со звуком. Тихие детали на высокой громкости могут просто потеряться в шуме. А вот когда мы увеличиваем количество градаций яркости над шумом для темных деталей, это и есть аналогия с увеличением битовой глубины. То при дальнейшем повышении яркости они проступают на фоне шума очень четко и ясно. Давайте еще раз подчеркнем самое важное. С увеличением битовой глубины мы, по сути, увеличиваем количество градаций яркости темных мест картинки, которые располагаются над уровнем шума. Именно над шумом. Не просто общее количество градаций, а те, что реально доступны для тихого сигнала. В этом и кроется глубинное понимание истинного преимущества 24 бит перед 16 битами. Основное выигрышное отличие не просто в больших числах, а в том, что значительная часть этих дополнительных бит отводится именно для проработки тихих звуков. Благодаря этому тихие аудиосигналы сохраняют свою частоту и детализацию даже при высокой громкости воспроизведения. Они больше не тонут в шуме квантования, будучи грязными и искаженными. Однако, здесь есть важный нюанс, который нельзя упускать из виду. Помимо шума квантования, существует еще электрический шум аналогового цифрового преобразователя, АЦП, который возникает еще на этапе записи музыки. Этот электрический шум, как правило, выше шума квантования и может, к сожалению, свести на нет все преимущества Hi-Res, если исходная запись была сделана некачественно. Важно помнить, что цифровая обработка может быть не способна исправить недостатки, привнесенные на этапе аналоговой записи. Хотя развитие искусственного интеллекта открывает и здесь перспективы. Потенциал Hi-Res действительно выше. Но если исходная запись сама по себе далека от идеала, то и конечный результат будет, увы, соответствующим. Это как золотое правило: мусор на входе, мусор на выходе. Но с Hi-Res у вас гораздо больше шансов раскрыть истинную красоту хорошо записанного звука. Но на рынке представлены и более высокие разрешения – 32 бит, и есть возможность конвертировать в 64 бит, целочисленные и с плавающей точкой. Нужно ли нам это? Зависит от начинки аппаратуры. А также такая битовая глубина необходима для студийных проектов. Это позволяет избежать перегрузки и максимально сократить потери при обработке. Особенно хороши в этом форматы с плавающей точкой. Итак, мы уже говорили о битах, о глубине звука. Но есть еще один ключевой параметр в Hi-Res – это частота дискретизации. Помните, это аналогия с разрешением картинки. Сколько кадров звуковой волны мы фиксируем в секунду. В CD это 44,1 тысячи раз в секунду или 44,1 килогерца. А вот в Hi-Res мы говорим о 96, 192 килогерцах и даже выше. И зачем так много? Ведь человек слышит максимум до 20 кГц. Кажется, 44,1 кГц с лихвой хватает, чтобы захватить все слышимое. Отличный вопрос, который часто задают. И тут есть несколько важных нюансов. Первый – это фильтры. Представьте, когда мы переводим аналоговый звук в цифру или наоборот, нам нужны специальные фильтры,
чтобы отсечь те частоты, которые могут вызвать цифровые искажения, так называемый элиасинг. На 44,1 кГц этот фильтр должен работать очень резко, чтобы убрать все лишнее прямо у границы слышимого диапазона. И вот эта резкость, как скальпель, может немножко «порезать», в кавычках, и то, что мы слышим, усилить неприятные звоны до и после сигнала. То есть, пытаясь защитить звук, мы его немного портим. Именно. А когда у нас частота дискретизации, скажем, 96 или 192 кГц, область частот звукового спектра, где работает фильтр, отходит гораздо дальше от 20 кГц. Это позволяет использовать более мягкие и щадящие фильтры с меньшим звоном. Результат – звук становится более естественным, менее цифровым. Понятно про фильтры. А как насчет частот, которые мы вообще не слышим? Выше 20 кГц. Зачем их записывать? Вот это второй важный момент. Хотя наше ухо напрямую не воспринимает ультразвук, эти частоты присутствуют в реальных звуках, в звучании инструментов, акустике помещения. И есть теория, что они могут влиять на наше восприятие звука косвенно, например, через интермодуляционные искажения, которые происходят уже внутри нашего уха или в самой аудиоаппаратуре. Некоторые исследования показывают, что наличие этих ультразвуковых компонентов воспринимается мозгом и измеряется приборами. Непонятно, осознаем ли мы их. Поэтому вопрос, стоит ли их обрезать, остается открытым. То есть это как с хорошим вином. Мы можем не чувствовать каждую нотку отдельно, но общая гармония создает впечатление. Отличная аналогия. И, наконец, третье преимущество, очень важное для тех, кто занимается созданием музыки. Чем выше частота дискретизации, тем больше пространства для маневра при записи, микшировании и мастеринге. А зачем больше места для крутого звука? Представь, что ты настоящий музыкальный продюсер, который крутит ручки и делает треки бомбовыми. Ты записываешь песню или миксуешь трек и хочешь, чтобы он звучал максимально круто. Для этого используются разные штуки. Например, эквалайзер, чтобы настроить бас или сделать вокал ярче. Или компрессор, чтобы звук был плотнее и качал как надо. Distortion, overdrive, чтобы сделать звук богаче, интереснее. Но вот в чем проблема. Когда ты работаешь со звуком на компьютере, иногда эти обработки могут создавать маленькие глюки или мусор в звуке, артефакты. Что за мусор и куда он девается? Вот смотри. Если ты записываешь музыку на обычной скорости, это как 44,1 кГц, стандарт для CD-дисков. И потом начинаешь сильно менять звук эквалайзером или давить его компрессором, то компьютер может сгенерировать новые ненужные звуки. Они могут быть очень высокими, выше того, что мы обычно слышим. Но если эти лишние звуки появляются, когда скорость записи не очень высокая, те же самые 44,1 кГц, то они могут завернуться обратно в слышимый диапазон. Представь, что ты кинул мячик слишком высоко, а потолок низкий. Он ударяется и падает тебе на голову. Так же и с этими звуками. Они ударяются о границу слышимости и возвращаются обратно, но уже на другой, неправильной частоте. И вот тогда ты можешь услышать что-то вроде цифрового шума, неприятной резкости или того самого пластмассового звучания. Ну нет. А теперь представь, что ты работаешь не на 44,1 кГц, а на гораздо более высокой скорости – 96 кГц или даже 192 кГц. Это как если бы потолок в комнате стал очень высоким. Если ты кидаешь мячик, то есть генерируешь эти лишние звуки, то даже если они и появляются, они улетают далеко-далеко за пределы того, что ты можешь услышать. Они просто исчезают там, где их никто не заметит. Это дает звукорежиссеру огромную свободу. Ты можешь крутить ручки, экспериментировать с эффектами и не бояться, что твой трек испортится от этих цифровых глюков. Звук остается чистым, ясным, без всякого мусора.
Даже если потом твой крутой трек ужмут до обычного качества CD 44,1 кГц, он все равно будет звучать лучше. Почему? Потому что ты начал с самого чистого и качественного сырья. Это как приготовить супервкусный бургер из самых свежих продуктов. Даже если потом его упаковать в обычную обертку, он все равно будет вкуснее, чем тот, что сделали из непонятно чего. Ты фактически создаешь идеальный черновик, который потом просто доводишь до ума без всяких неприятных сюрпризов. И фильтруешь один раз, в финале, избегая внесения дополнительных искажений. Тебе стало понятнее, почему профессионалы так гонятся за этими большими цифрами? Да, и получается, что Hi-Res — это не просто про большие числа, а про более чистый процесс на всех этапах и потенциально более естественное натуральное звучание. Абсолютно верно. Это про то, чтобы дать звуку максимально раскрыться. А если я стал фанатом Hi-Res, и у меня много файлов в старом добром CD-качестве, они уже все, выбрасывать? Вовсе нет. Ваша драгоценная коллекция никуда не денется. Напротив, вы можете подарить ей вторую жизнь, подняв частоту дискретизации этих записей для вашей новой аппаратуры. Зачем это нужно? Такая оптимизация позволяет получить максимум от вашего ЦАП – цифроаналогового преобразователя. Это как индивидуальный тюнинг звука под каждое ваше устройство. Для этого используются такие программы, как AUI Converter. Идея заключается в том, чтобы максимально сохранять целостность вашей музыки при конвертации аудиофайла. Если посмотреть на повышение частоты дискретизации, то никакой новой информации не добавляется. А с другой стороны, с помощью таких инструментов, как AUI Audio Upscaler, плагин к AUI Converter, можно даже воссоздать недостающие ультразвуковые составляющие записи. Так мы можем попробовать улучшить звучание записей 44,1 кГц, как бы приближая их к тому самому желанному качеству Hi-Res. С этим подходом ваша музыка может раскрыться по-новому. Подробности о том, как работает оптимизация аудиофайлов под цифроаналоговый преобразователь или проигрывающее устройство, вы можете почитать по ссылке в описании. Понятно. А какие форматы файлов обычно используют для этого Hi-Res? На что обращать внимание? Чаще всего это форматы без потерь, так называемые lossless. Самые ходовые — это WAV и AIF. Они не сжатые, как бы сырые данные. У них есть ограничения по размеру, не более 4 гигабайт, поэтому с Hi-Res аудио могут быть проблемы. Они решаемы с помощью формата WAV RF64, а о нем можно посмотреть видео по ссылке в описании. И очень популярен FLAC. Он тоже без потерь, но использует сжатие типа zip-архиватора, чтобы файлы весили поменьше. Качество при этом абсолютно не страдает. FLAC значит самый практичный. Ну, для многих да. Есть еще ALAC, Apple'овский аналог. Некоторые предпочитают не сжатый FLAC или uncompressed FLAC. Они считают, что отсутствие обработки уменьшает помехи, наводимые на аналоговые части музыкальной системы при воспроизведении, и уверяют, что есть реальная разница. Мы рассматривали этот вопрос в другом нашем видео. Ссылку смотрите в описании. Direct Stream Digital? Да. Есть еще и такая штука, как DSD. Это совсем другой принцип кодирования. Не PCM, как у FLAC или WAV. Там 1 бит, но очень высокая частота дискретизации. Его можно встретить в файлах DSF, DFF или как образы дисков SACD, ISO. Это отдельная тема, довольно сложная. Мы ее подробно рассматриваем на нашем канале. Присоединяйтесь. Ничего себе! А есть что-то с сжатием, но тоже Hi-Res. Кроме FLAC и ALAC, WAV-PAC, его же тоже любят многие. Это популярный сжатый формат, тоже lossless. Поддерживает метаданные и широкий диапазон разрешений аудио. Есть формат MQA, например. Он использует хитрый алгоритм, чтобы упаковать Hi-Res данные в поток поменьше размером. Там тоже много споров вокруг него, тем более он не является lossless в традиционном толковании.
Иногда даже продвинутые лосси-кодеки типа AAC на высоких битрейтах могут формально нести сигнал с параметрами выше CD, но это тоже не классический HRS без потерь. DFF и SACD ISO файлы используют DST-компрессию данных. Понял. И еще один момент. Вот этот апсэмплинг. Когда берут обычный файл CD 44,1 кГц и программно делают из него, скажем, 96 кГц. Это имеет смысл? Звук лучше станет? Сам по себе файл от этого лучше не станет. Новой информации там не появится. Это просто математическое растяжение. Как увеличивают маленькую картинку. Исходной информации больше не становится. Хотя интерполяция гармонично добавляет новые пиксели, делает некую упрощенную замену отсутствующего сэмпла. Точно так же появляются новые сэмплы в аудио. Но иногда, вот именно перед подачей сигнала на конкретный ЦАП, этот апсэмплинг может дать положительный эффект. За счет чего? За счет того, как работают цифровые и аналоговые фильтры обработки уже в самом чипе ЦАПа. Некоторым ЦАПам проще и чище отфильтровать сигнал, если он приходит к ним уже на высокой частоте. Артефакты фильтрации уходят еще дальше вверх по частоте. Но это уже такие довольно тонкие материи, зависящие от конкретного устройства. Кроме того, так называемые NOS, Non-Oversampling, ЦАПы, требуют высоких частот дискретизации уже на входе. И вы никак их не запитаете от простого CD. Мы рассматривали эти ЦАПы в нашем видео, ссылку на которое вы найдете в описании к этому видео. Ясно. Ну что ж, давай попробуем подвести какой-то итог нашему разговору. Аудио высокого разрешения — это, получается, технология, которая чисто технически может передать звук с лучшим качеством, чем CD. Совершенно верно. Это именно возможность, потенциал для более точной передачи сигнала. Но это никак не обещание, что вот любой Hi-Res файл или устройство будет звучать лучше старого доброго 44,1 кГц 16 бит. Реальный результат, он зависит от кучи всего. От качества самой первой записи, мастеринга, от всего тракта воспроизведения, от плеера до колонок или наушников. И да, от ушей конкретного слушателя. Понятно. Значит, потенциал есть, но без фанатизма и с оглядкой на всю систему целиком. И кажется, после всего этого обсуждения остается какая-то мысль, что-то, над чем стоит подумать. Да, мне кажется, это все подводит нас к такому интересному вопросу для размышления. Учитывая всю эту субъективность восприятия, сильную зависимость от аппаратуры, от качества самой музыки, не получается ли так, что погоня за максимальными цифрами, этими килогерцами, битами, гигабайтами, она становится немножко самоцелью? И не отвлекает ли она нас от того, что может быть гораздо важнее? От таланта музыкантов, от мастерства звукорежиссера, от того, насколько хорошо вообще была сделана музыка изначально, еще до всякой оцифровки. Вот об этом, мне кажется, и стоит подумать. Друзья, если этот выпуск помог вам лучше разобраться в работе с аудио и открыл для вас что-то новое, для нас это лучшая награда. Не забудьте поставить лайк этому видео. Это небольшой, но очень важный жест, который показывает, что мы на верном пути. Также пишите комментарии, если с чем-то не согласны, или наоборот, все, как вы и думали. Пишите в комментариях ваши вопросы, и если было интересно, поделитесь ссылкой на видео с друзьями. А чтобы не пропустить наши следующие выпуски, полезные советы и увлекательные погружения в мир звука, подпишитесь на наш канал. Это не просто кнопка, это ваш шаг к тому, чтобы стать частью нашего сообщества, где мы вместе исследуем новые технологии и делимся знаниями. Подписываясь, вы не только поддерживаете нас, но и обеспечиваете себе доступ к эксклюзивному контенту, который поможет вам достигать еще больших высот в работе со звуком. Ваша поддержка вдохновляет нас на создание новых материалов, а мы продолжим радовать вас качественными, информативными и полезными материалами. До новых встреч, друзья! И пусть ваш звук всегда будет безупречным.